Привет, подписчики! Сегодня ремонтируем водонагреватель Thermex. В моем случае водогрейка имеет объем 100 литров. Неисправность заключается в том, что показания температуры постоянно прыгают в большом интервале, при этом водонагреватель постоянно включается и выключается. Реле очень часто отрабатывает и может выйти из строя при дальнейшем использовании водонагревателя. Итак, приступим. Отключаем водонагреватель от напряжения. Нам нужно снять нижнюю крышку. Но ее снять мешают подключенные трубы водоснабжения и пластиковые заглушки. В этом большой минус, так как, чтобы добраться до платы управления водонагревателем, нужно полностью отключать его от водоснабжения и сливать воду. Что мы и сделаем. Отключаем воду, откручиваем пробку слива оставшейся воды с самого водонагревателя и сливаем воду. Лайфхак. Если одеть шланг, а второй конец направить в канализацию, тогда не нужно выносить ведро с водой. Отключаю одну трубу. Это позволит поступать воздуху внутрь, и так вода сливается значительно быстрее. Для удобства сниму водонагреватель со стены. Приступаем к полному разбору. При первом осмотре сразу видно одну из причин – вздутый конденсатор. Снимаю плату управления и замеряю сопротивление датчика температуры. Сопротивление имеет постоянное значение при постоянной температуре, а значит, проблема не в датчике температуры. Пользуясь случаем, снимаю нагревательные тены и посмотрю, в каком они состоянии. Да, состояние их, мягко говоря, не очень. Бак промываю, а тены кипятим с лимонной кислотой. Устанавливаю тены обратно в водонагреватель и перехожу к самой неисправности. Осмотрев плату, нашел только один, явно заметный, вздутый конденсатор. Так как водонагревателю уже почти 10 лет, я решил заменить все конденсаторы, они совсем недорогие. Всего на плате 4 конденсатора, вот с такими номиналами по емкости и напряжению. При замене важно установить правильно. Минус на конденсаторе должен совпасть с закрашенным белым местом на плате. В наличии у меня не было конденсатора на 25 вольт. Я установил конденсатор, рассчитанный на 35 вольт, возможно, это еще и лучше, и вероятность пробоя конденсатора меньше. Но что важно, емкости конденсаторов должны совпадать. Устанавливаем плату на место и подключаем все разъемы. Включаем без нагрева и проверяем. Температура стабильна, отклонение не больше градуса. Окончательно устанавливаем водонагреватель, подключаем к водоснабжению и заполняем водой. Резких скачков в показаниях температуры больше нет, идет нагрев. Можно, конечно, было купить целую плату управления, но в моем случае цена ремонта получилась почти бесплатно. Подписка, лайк и прочее. До новых встреч. Пока.